Всем привет! Всем привет, мои дорогие подписчики! Меня зовут Надежда, я реабилитолог. И сегодня я очень давно хотела снять этот ролик. Очень давно, уже несколько недель. Но все никак у меня не складывалось. Но сегодня я наконец-то рада, что я вспомнила, что я включила камеру и что я вам сейчас обязательно напомню. А для тех, кто не знает, расскажу все причины хромоты. Когда вы мне пишете, допустим, такие комментарии, что вот я хромаю, как избавиться от хромоты, то, знаете, это как вопрос пальцем в небо, потому что одной и той же причин хромоты не бывает. Она может быть одна, но также их может быть и несколько. Соответственно, если вы будете знать, либо догадываться, в чем могут быть ваши причины хромоты, то вы сможете на это повлиять, изменить и таким образом исправить вашу хромоту. Итак, давайте по порядку. Первая причина хромоты – это боль. Это наступает после операций, после переломов, после травм, когда вам просто больно наступать на ногу, и вы сначала осознанно, а потом, может быть, так уже, что и бессознательно, вы боитесь наступать на свою ногу. Такое, кстати говоря, может быть и при артрозе. Например, артроз тазобедренного сустава, и так как вам больно наступать на ногу, вы немножечко снижаете нагрузку на свою ногу при наступании, и таким образом, да, происходит так, что вы начинаете хромать. То есть первая по популярности причина – это боль. Вторая причина, я о ней немножко сказала в первой причине, но хочу все-таки выделить ее как отдельную причину, это реакция защиты. Что такое реакция защиты? Представьте цапля, которая стоит на болоте, поджав одну ногу. Вот это примерно напоминает, по крайней мере, у меня эта картинка ассоциируется с реакцией защиты. Это когда вы, как правило, реакция защиты начинается сначала осознанно, но потом она переходит в бессознательное. То есть это когда вы, предотвращая боль, снимаете немножко нагрузку со своей ноги. И получается так, что вы как бы защищаете свою ногу, тем самым снимая с нее нагрузку. Но если вы не будете полностью наступать на свою ногу, как бы предотвращая что-то, боль, например, да, то, соответственно, вы будете хромать. То есть вторая причина – это реакция защиты. Третья причина – это неполное разгибание в коленном суставе. Да, к сожалению, если у вас нет полного разгибания в коленном суставе, это касается людей после операции на коленном суставе, протезирование, эндопротезирование, либо переломы, либо травмы. Но если вы до конца не разгибаете ваше колено, то, скорее всего, вы будете хромать, потому что в момент отталкивания ноги от земли у нас должно быть максимум разгибание в ноге, то есть ваша нога должна быть максимально прямая. Если этого нет, то со стороны это будет как раз-таки заметно, как хромота. Здесь идет речь о нулевом разгибании в суставе. Как вы помните, да, у нас коленный сустав, он допускает переразгибание в коленном суставе до минус 10. Но чтобы ходить не хромая, вам действительно нужно только 0 градусов разгибания. То есть нога должна быть полностью прямой. Четвертая причина – это мышечная слабость всей ноги. Но здесь, наверное, что можно добавить, в принципе, да, мышечная слабость – это атрофия. По какой-то причине мышцы на вашей ноге, они не работают так же, как на другой ноге, или они не работают так же, как они работали раньше. То есть мышцы ослабли. Мышцы, они держат нашу ногу. Соответственно, если у вас нет сил держать вашу ногу, то колено будет немножко выскакивать. И это будет видно как хромота. Пятая причина – это стабилизаторы нашего бедра. Что это такое? Это мышечные группы, которые находятся вот здесь у нас. Если я приподнимусь, вот бедро. Вот если вы положите ладошку, я всегда говорю, положите вот здесь ладошку, и вы окажетесь на своих стабилизаторах бедра. Так вот, если у вас вот здесь слабое, представьте походку манекенщицы. Мне кажется, вот самый лучший пример, который можно дать, это походка манекенщицы, у которой бедро, оно как бы
как бы вываливается наружу, да, то есть представьте, у вас стабилизаторы бедра, они должны держать ваш таз в прямом положении. Если с одной стороны мышцы слабые, то это будет давать как бы немножко выскакивание бедра в сторону. Часто наблюдается такое, кстати говоря, при артрозе. Но стабилизаторы бедра это также одна из причин, почему люди хромают. И шестая причина, я даже не знаю, как ее назвать, я просто вам назову, из-за чего это происходит. Это происходит из-за того, что вы, допустим, если у вас была, сейчас речь идет о операции, травмы, либо переломы. Если у вас была такая ситуация, и если у вас в вашем реабилитационном плане не было упражнений на стабилизацию и проприосепцию у нас называется, но давайте, чтобы проще сказать, давайте скажу на стабилизацию и равновесие в положении стоя на одной ноге. То есть если вы не работали, если у вас не было упражнений, когда вы стоите на одной ноге. Это наши упражнения, например, фламинго, это наши упражнения часы, это любые другие упражнения, которые вы можете видеть на моем канале. Но это все те упражнения, в которых мы работаем над стабилизацией нашей ноги вот в положении стоя на одной ноге. То есть когда вы учитесь заново стоять на вашей ноге. Потому что, чтобы ходить не хромая, у вас должна быть хорошая стабилизация в ноге. То есть все ваши маленькие связочки, маленькие сухожилия, да, которые находятся в вашем голеностопном суставе, они должны работать как часы, слаженно, как слаженный механизм. Если вот этих упражнений не было, когда вы на одной ноге, да, все это вот стабилизируете, укрепляете, то большая вероятность того, что ваш голеностоп, ваша нога, она не будет держать правильно положение стоя, положение, когда вы идете. Соответственно, будет немножко идет немножко такое заваливание на одну сторону, которое мы видим как хромота. То есть последняя причина, давайте я ее назову как слабая стабилизация ноги или да, отсутствие упражнений на стабилизацию ноги в реабилитационный период. Итак, вот все 6 причин, мне кажется, я правильно посчитала, все 6 причин хромоты. Если вы знаете другие, да, кстати говоря, все-таки еще есть одна причина, 7-я причина, хорошо, что я вспомнила, еще не выключив, 7-я причина – это неправильный паттерн ходьбы, как я называю, неправильный патрон ходьбы. Паттерн ходьбы, приземление пятки, нога на полу, отталкивание пальцами. Так вот, если у вас отсутствует первый этап приземления пятки, то, скорее всего, вы будете хромать. Это была 7-я причина. Все. Теперь я ничего не забыла. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если среди всех вышеперечисленных причин вы, может быть, узнали какие-то свои причины. Пожалуйста, напишите, перечислите в комментариях. Прощаюсь с вами до следующих выпусков. Всем пока-пока.